Океан времени хранит больше тайн, чем мы способны представить. Мы привыкли думать о прошлом как о четкой линии, где все расставлено по полочкам. Первобытные люди, первые города, первые письмена. Но есть и другая картина. На скалах, в пещерах, на каменных плитах и глиняных табличках остались следы. Знаки и символы, загадочные рисунки и надписи, чье предназначение ускользает от нашего понимания. Это не просто украшения или случайные каракули. Это послания, адресованные нам через тысячелетия. Человек, оставивший рисунок в глубине пещеры или выбивший руны на камне, верил, что делает нечто большее, чем просто фиксирует события. Он оставлял след в вечности. Эти символы должны были пережить смерть, племена и целые цивилизации. И они действительно пережили. Они дошли до нас, но вместе с ними пришла и тайна. Что именно хотел сказать древний автор? Археологи десятилетиями исследуют древние надписи, но во многих случаях они остаются без ответа. Одни ученые видят в этих знаках магические практики, способ говорить с богами или духами. Другие уверены, перед нами первые попытки зашифровать знания, передать информацию будущим поколениям. А кто-то считает, что эти послания вообще не были адресованы людям. Может быть, они предназначались тем, кого древние называли небесными существами или покровителями? Символы не случайно рождаются в разных уголках Земли. Петроглифы Сибири, линии Наскаш Перу, руны Скандинавии, письмена острова Пасхи, загадочные книги вроде манускрипта Войнича — все это словно части единой картины. Картины, которая упрямо отказывается складываться в ясный узор. Вместо этого она бросает нам вызов, напоминая, есть вещи, которые мы не понимаем и, возможно, никогда не поймем. Каждое поколение людей, стоя у древних камней и вглядываясь в таинственные рисунки, задавало одни и те же вопросы. Кто оставил это? Зачем? Для кого? И чем глубже мы изучаем эти знаки, тем сильнее понимаем. История человечества — это не только хронология событий, но и непрерывная цепь загадок, которые соединяют нас с прошлым. Сегодня мы попробуем заглянуть в этот мир посланий. Мы отправимся к петроглифам, глиняным дискам, камням с таинственными надписями и гигантским рисунком, видимым только с неба. Мы постараемся понять, это память о мифах, предупреждение о катастрофах или знание, оставленное для тех, кто придет после нас. Когда мы говорим о посланиях прошлого, наш взгляд невольно обращается к самым ранним свидетельствам человеческой мысли — петроглифам. Наскальные изображения, найденные по всему миру, стали своеобразными хрониками доисторической эпохи. Они возникали десятки тысяч лет назад, когда люди еще не знали письменности, но уже чувствовали потребность что-то зафиксировать, передать и сохранить. Петроглифы встречаются на всех континентах. В пустынях Сахары сохранились изображения слонов и жирафов, напоминание о том, что когда-то этот край был зеленым и полным жизни. В пещерах Франции и Испании, таких как Ласко или Альтамира, на стенах сияют фигуры бизонов, оленей, лошадей. В Сибири и на Урале археологи находят целые галереи рисунков, покрывающих скалы у рек и озер. И в каждом регионе, в каждой культуре эти символы несут свой уникальный, но всегда таинственный смысл. Для древнего человека изображение не было искусством в нашем понимании. Это был акт магии. Изобразить зверя значило повлиять на охоту, призвать удачу или попросить духов о защите.
а странные фигуры с непропорциональными телами и огромными глазами могут быть попыткой изобразить мифических существ, олицетворение духов или богов. Иногда среди животных и охотников можно заметить загадочные знаки, спирали, линии, круги. Они не имеют очевидного значения и именно поэтому поражают воображение. Это уже не просто рисунок, это символ. Ученые спорят, что было главной причиной появления петроглифов. Одни считают, что это ритуалы, магия и шаманские практики. Другие уверены, что это первые учебники и карты для племени, способ передавать опыт, где охотятся, какие животные водятся в округе. Третьи видят в них первые шаги к письменности, попытку зафиксировать мысли и идеи в условных знаках. Но есть и теории, выходящие за рамки традиционной науки. Некоторые исследователи полагают, что странные фигуры и символы могли быть в своего рода языком связи с теми, кого древние люди считали небесными существами. Для них рисунки были обращением к силам, которых они видели над собой, в звездах и на небесах. И все же, что бы они ни значили, эти изображения стали первым шагом человечества в бесконечной цепи коммуникации. Петроглифы — это не просто искусство каменного века, это первые письма в вечность, послания, которые до сих пор обращены к нам через тысячи лет. Среди самых загадочных посланий древности особое место занимают линии Назка. На пустынном плато на юге Перу, там, где почти не бывает дождей, раскинулась огромная сеть линий, рисунков и геометрических фигур. Их протяженность более 100 километров, и только с высоты можно рассмотреть, что именно они изображают. Среди линий есть прямые и идеально ровные дороги, а рядом гигантские рисунки: обезьяна с закрученным хвостом, колибри с вытянутым клювом, паук, собака, ящерица. Некоторые фигуры достигают длины в сотни метров, и возникает вопрос: кто и зачем создавал изображения, которые невозможно увидеть с Земли? Ученые предполагают, что линии могли быть астрономическим календарем. Их расположение совпадает с положением Солнца, Луны и некоторых звезд в определенные даты. Другие исследователи считают, что это ритуальные дороги. По ним жрецы двигались во время церемоний, обращенных к богам. Вода в пустыне — главная ценность, и, возможно, линии были посвящены культам дождя и плодородия. Есть и более смелые версии. Некоторые исследователи предполагают, что линии Назка — это послание для небесных существ, ведь рассмотреть рисунки можно только с высоты. Сторонники альтернативных теорий говорят о древних цивилизациях, обладавших иными знаниями, и даже о визитах пришельцев. Конечно, наука не подтверждает подобные догадки, но сам факт существования этих загадочных изображений заставляет задуматься, почему древние люди стремились создавать рисунки, которые нельзя было увидеть самим. Удивительно и то, как линии сохранились. Прошли 1000 лет, а они почти не изменились. Все дело в особом климате плато Назка. Отсутствие дождей и ветров сделало этот край своеобразным хранилищем древних знаков. Это как будто специально созданное место, чтобы послание пережило века и дождалось адресата. Сегодня линии Назка остаются одной из величайших археологических загадок мира. Мы знаем, как они были сделаны. Верхний слой темных камней убирали, обнажая светлую почву. Но мы до сих пор не понимаем,
Зачем? Возможно, это был способ связаться с богами. Возможно, гигантский календарь. А может быть, мы просто не обладаем тем знанием, которое когда-то было очевидным для создателей этих загадочных линий. В южной части Перу, неподалеку от города Ика, были обнаружены находки, которые вызвали, пожалуй, один из самых бурных археологических споров XX века. Речь идет о так называемых камнях Ики, гладких черных валунах из андезита, на поверхности которых выгравированы загадочные изображения. На первый взгляд, рисунки напоминают обычные древние гравировки, сцены охоты, изображения животных и людей, но при более внимательном изучении открывается нечто необъяснимое. Среди рисунков встречаются изображения динозавров, трицератопсов, брахиозавров и даже сцены, где люди взаимодействуют с ними. На других камнях можно увидеть сложные хирургические операции, астрономические приборы и сюжеты, которые выглядят так, будто созданы существами, обладавшими знаниями, несоизмеримыми с эпохой каменного века. Сами камни начали собирать еще в 1960-х годах. Перуанский врач Хавьер Кабрера посвятил им почти всю жизнь. Он собрал десятки тысяч камней и был уверен, что они — свидетельство неизвестной цивилизации, существовавшей задолго до известных нам культур. По его мнению, это были потомки продвинутого народа, обладавшего знаниями о медицине, астрономии и, возможно, даже о доисторической фауне. Однако научное сообщество встретило эти находки крайне скептически. Многие археологи заявили, что камни — подделка, созданная местными крестьянами, чтобы продавать их туристам. Действительно, часть крестьян призналась, что они доделывали рисунки для заработка. Но вот проблема. Существуют экземпляры с явно древними следами эрозии, которые трудно объяснить простой фальсификацией. Критики утверждают, что сцены с динозаврами слишком фантастичны, чтобы быть подлинными. Сторонники же находки отвечают: если хотя бы часть камней подлинна, это способно перевернуть наше понимание истории. Ведь тогда выходит, что древние люди обладали либо знаниями о существах, которых они никогда не видели, либо жили в эпоху, когда история Земли выглядела совсем иначе. Сегодня камни Ики занимают особое место среди археологических загадок. Их то называют грубой мистификацией, то свидетельством утраченной цивилизации. Но даже скептики признают, вопрос остается открытым. И если хотя бы малая часть этих камней действительно древняя, то перед нами одно из самых странных и загадочных посланий прошлого. В 1908 году на острове Крит, в руинах древнего дворца Фестос, археолог Луиджи Пернье сделал находку, которая до сих пор остается одной из самых загадочных в истории археологии. Это был небольшой глиняный диск диаметром около 16 сантиметров, покрытый спиральной надписью, нанесенной с помощью особых штампов. Так появился знаменитый диск Фестоса. Уникальный артефакт, не имеющий аналогов. На его поверхности выдавлены 241 символ, разделенный на 61 группу. Изображения представляют собой фигуры людей, животных, предметов и абстрактных знаков. Удивительно то, что эти символы были не нарисованы, а именно вдавлены в мягкую глину при помощи печатей. По сути, это можно назвать древнейшей формой
типографского набора, технологией, опередившей свое время на тысячи лет. До сих пор не ясно, что именно зашифровано на диске. Одни исследователи полагают, что это молитва или гимн, другие, что календарь или магический текст. Есть гипотезы, что диск связан с культами богини-матери, существовавшими в минойской цивилизации. Самая большая трудность в том, что символы диска нигде больше не встречаются. У археологов нет ключа для расшифровки, как в случае с египетскими иероглифами и розетским камнем. Некоторые ученые даже выдвигают смелые версии, что диск мог быть завезен на Крит извне, из некой цивилизации, о которой мы ничего не знаем. Не обошлось и без теорий о подделке. С момента его обнаружения диск несколько раз подвергался сомнению, мол, слишком уж он удобно найден, слишком необычен. Однако большинство специалистов сходится во мнении, что артефакт подлинный, а датируется он примерно 17-18 веками до нашей эры. Загадка усиливается тем, что диск мог быть не единственным. Некоторые археологи считают, что когда-то существовала целая серия подобных предметов, но до наших дней дошел лишь один. Если это так, то мы видим лишь фрагмент большого и утраченного знания. Сегодня диск Фестоса хранится в археологическом музее Ираклиона и привлекает внимание не только ученых, но и любителей тайн древности по всему миру. Его шифр остается неразгаданным уже более века, а каждая новая попытка расшифровки лишь добавляет вопросов. Возможно, он так и останется загадкой, оставленной нам цивилизацией, о которой мы знаем слишком мало. В 1929 году в библиотеке дворца Топкапы в Стамбуле была обнаружена необычная карта, созданная в 1513 году османским адмиралом и картографом Пири Раисом. На первый взгляд, это просто навигационная схема для мореплавателей, но при внимательном изучении оказалось, карта содержит детали, которые не могли быть известны в XVI веке. На пергаменте изображены берега Европы, Африки и обеих Америк. Но самое странное, в южной части карты нарисован континент, который по очертаниям напоминает Антарктиду. Причем изображена она без ледяного покрова, словно художник видел ее древний рельеф. По мнению геологов, такие очертания могли быть доступны лишь тысячи лет назад, задолго до открытия континента в 1820 году. Как Пири Раис получил эти данные? В своей рукописи он упоминал, что использовал десятки старинных источников, карты, оставшиеся от арабов, индийцев, греков и даже народов, давно исчезнувших. Некоторые исследователи считают, что у него действительно был доступ к древней картографической традиции, восходящей к неизвестной цивилизации. Но это не единственная загадка. На карте Америки отмечены места, которые европейцы официально не знали в 1513 году. Например, побережье Бразилии прорисовано с удивительной точностью. Создается впечатление, что Пири Раис пользовался материалами мореплавателей, совершавших путешествия задолго до Колумба. Скептики утверждают, что в карте нет ничего сверхъестественного. Ошибки и искажения, наоборот, подтверждают ее средневековое происхождение. Однако вопрос о том, как удалось так верно изобразить очертания континентов, остается открытым. Сегодня карта Пири Раиса хранится в Стамбуле, а вокруг нее не утихают споры. Для одних это доказательство существования древнего источника знаний, утерянного человечеством. Для других — лишь удивительное совпадение и мастерство картографа. Тем не менее, эта карта словно мост между прошлым и будущим, документ, который может указывать на то, что история мореплавания куда глубже, чем мы привыкли считать. В 1938 году
Вблизи Багдада археолог Вильгельм Кёник обнаружил небольшой глиняный сосуд высотой около 15 сантиметров. Внутри находился медный цилиндр и железный стержень. На первый взгляд, простая бытовая вещь. Но когда ученые начали ее исследовать, они предположили, что это мог быть древний источник электричества, созданный за 2000 лет до нашей эры. Если в сосуд налить уксус или виноградный сок, возникает слабое электрическое напряжение, порядка 1 вольта. Так появился термин «багдадская батарея». Но возникает главный вопрос – зачем она была нужна древним мастерам? Одни исследователи считают, что ее использовали для гальваники, покрытия предметов тонким слоем золота или серебра. Действительно, в регионе находили артефакты с необычно тонким позолоченным слоем, который трудно было получить без электрохимии. Другие выдвигают версии, что такие устройства применялись в религиозных обрядах, например, для создания божественной искры, поражавшей воображение людей. Но есть и скептики. По их мнению, батарея могла быть обычным сосудом для хранения свитков или амулетов, а идея электричества — лишь современное прочтение. К тому же ни одной другой подобной батареи в регионе найдено не было. Тем не менее, загадка остается. Если это действительно был источник тока, то получается, что за тысячи лет до открытия электричества цивилизации Междуречья могли владеть технологиями, которые мы приписываем гораздо более поздним эпохам. Сегодня багдадская батарея хранится в Иракском музее. Вокруг нее продолжаются споры. Была ли это случайная конструкция или свидетельство забытых знаний древности? И каждый раз, когда исследователи воссоздают этот эксперимент и получают слабый ток, возникает чувство, что история человечества хранит больше тайн, чем мы можем представить. Высоко в горах Перу, неподалеку от древней столицы инков Куско, возвышаются стены крепости, которая и сегодня вызывает восхищение и недоумение у археологов. Это Саксай-Уаман. Грандиозное сооружение, сложенное из гигантских каменных блоков весом до 300 тонн каждый. Главная загадка в том, как именно эти камни были обработаны и перемещены. Их поверхность идеально подогнана друг к другу. Щели между блоками настолько тонкие, что в них невозможно вставить даже лезвие ножа. При этом каждый камень уникально. Они словно пазлы, составленные в единую, неразрушимую картину. Ученые предполагают, что инки использовали простейшие инструменты из бронзы и камня. Но тогда возникает вопрос: каким образом можно было придать граниту такую точность обработки? Ведь даже современные строители с их технологиями не решились бы на подобный проект без применения сложной техники. Перемещение этих колоссальных глыб — еще одна тайна. До сих пор нет единого ответа, как инки смогли доставить камни с отдаленных каменоломен, перетащить их по горам и установить на место с такой филигранной точностью. Некоторые исследователи выдвигают гипотезы о применении катков, канатов, земляных насыпей. Но даже с этими версиями задача кажется почти невозможной. Кроме того, стены Саксай-Уамана обладают особой сейсмоустойчивостью. Перу — регион землетрясений, и за сотни лет многие постройки были разрушены. Но стены крепости устояли. Хитроумная форма блоков и их идеальная стыковка сделали сооружение гибким и прочным одновременно. Для инков Саксай-Уаман был не просто оборонительным укреплением. Многие историки считают, что он выполнял и ритуальные функции. Здесь проходили важнейшие религиозные церемонии, жертвоприношения и праздники. В глазах народа эти стены символизировали незыблемую мощь империи. Но в тени официальной истории
Всегда остаются альтернативные взгляды. Одни предполагают, что Саксайо-Аман был возведен еще до инков, более древней и неизвестной цивилизацией. Другие видят в этих стенах следы утраченных технологий, возможно, даже сопоставимых с современными. Сегодня Саксайо-Аман – одно из чудес археологии. Стоя перед его каменными гигантами, невозможно не задаться вопросом, знали ли древние мастера то, что мы утратили? И если да, то почему история решила скрыть это от нас? В 1999 году на холме неподалеку от немецкого города Небра группа черных археологов случайно нашла предмет, который позже признали одной из величайших находок европейской археологии. Это был бронзовый диск диаметром около 30 сантиметров, украшенный золотыми вставками. На его поверхности изображены Солнце, Луна и созвездие Плеяд. Возраст артефакта примерно 3,6 тысячи лет. Сегодня диск из Небра считается самым древним астрономическим изображением неба в истории человечества. Он словно небесная карта, которую использовали древние жрецы или астрономы для определения сезонов, праздников и сельскохозяйственных циклов. Что особенно удивительно, это точность изображения. Современные исследования показали, что расположение золотых точек на диске соответствует Плеядам в том виде, в каком они были видны в бронзовое веко. По бокам диска также обнаружены дуги, обозначающие углы между восходом и закатом Солнца в дни солнечностояний. По сути, этот артефакт был инструментом для измерения времени и построения календаря. Но загадка в другом. Откуда у людей бронзового века могли быть такие знания астрономии? Для официальной науки это кажется слишком ранним этапом, чтобы человечество обладало столь сложными представлениями о космосе. Некоторые ученые предполагают, что знания были заимствованы у более древних культур Ближнего Востока. Но есть и более смелые версии, что это наследие утраченной традиции, восходящей к неизвестным цивилизациям. История находки тоже окутана мистикой. Первое время диск был на черном рынке, переходил из рук в руки и едва не оказался утерян. Лишь позже он попал в музей, где его тщательно изучили. Сегодня он хранится в Музее доистории в Галле и признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Диск из Небра не только расширяет наши представления о Древней Европе, но и бросает вызов привычным схемам истории. Он показывает, что даже в бронзовый век люди могли мыслить масштабно, глядя в зерна и пытаясь постичь порядок Вселенной. Каждый из артефактов, о которых мы рассказали, это не просто древний предмет, случайно найденный в земле или на дне моря. Это следы знаний, опыта и мировоззрения людей, живших тысячи лет назад. И в каждом из них есть что-то, что не укладывается в привычные рамки истории. Карта, на которой изображен континент, еще не открытый. Каменные стены, обработанные с такой точностью, что даже современные инженеры разводят руками. Сосуд, который способен производить электричество за тысячи лет до открытия этой силы. Диск, несущий на себе карту звездного неба бронзового века. Все это словно осколки другой реальности, фрагменты утраченного знания, которые случайно дошли до нас. Официальная наука старается объяснить эти артефакты в рамках известных фактов. Ошибки картографов, простые технологии, совпадения. Но чем больше мы смотрим на эти находки, тем яснее становится, что перед нами стоит тайна, которую невозможно свести к банальному объяснению. Эти предметы существуют,
И этим они уже бросают вызов нашей уверенности в том, что мы знаем о прошлом. Возможно, когда-то на Земле существовали цивилизации, оставившие после себя лишь редкие следы. Возможно, часть знаний была утеряна в катастрофах и войнах, а уцелевшие артефакты — лишь намек на былое величие. А может, мы просто недооцениваем древних мастеров, видя в них примитивных людей, тогда как они были куда более изобретательными и мудрыми. В любом случае, эти находки учат нас главному. История — это не закрытая книга, а бесконечная загадка. За каждым новым слоем Земли, за каждым артефактом может скрываться открытие, которое изменит наши представления о мире. И пока мы ищем ответы, океаны, горы и древние руины продолжают хранить свои тайны. Возможно, однажды мы найдем еще один артефакт, который поставит новые вопросы и заставит нас вновь задуматься, насколько мы действительно знаем свою историю.